Витаю, дороженьки, с вами Янка Алка, и у нас на обзоре немецкое пиво Hacker Pschorr. Одно из самых популярных марок пива Германии. Пивоварня участвует в Октоберфесте ежегодном. Что еще можно сказать про Hacker Pschorr? Пивоварня создана в 1417 году. Принадлежит большой немецкой крупной корпорации, которой принадлежит Paulainer. Более того, самой пивоварни у Hacker Pschorr нет. Hacker Pschorr варит на мощностях Paulainer. Три варианта пива сегодня у меня. Не нашел Хеля стандартного, конечно, их это минус, но пшеничка есть, за что, в принципе, многие любят немецкое пиво. Мюнхенский Gold у нас такой насыщенный лагер. Дальше у нас Keller Beer. Тысячу раз говорил и повторяю, не мое пиво. Не люблю этот стиль, но обозревать нужно. И Weissbier. Это у нас нефильтрованный Wheat-бир, он же нефильтрованное пшеничное стандартное немецкое пиво. Из интересного, две бутылки, скорее всего, под СНГшный рынок изготовлены, потому что на контратикетках на русском языке информация есть, и это мне не очень так нравится. А Keller полностью на немецком, на английском. Так, приступим. Gold. Так. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное. Hacker Pschorr, Мюнхенский Gold. Объем 0,5, состав вода питьевая, солод, пивоваренный ячмень, дрожжи, хмель. Классический состав. Алкоголь 5,5. Экстративность начального сусла 12,5. Такой должен быть насыщенный, плюс-минус классический лагер. Да, насыщенный, красивый золотой цвет мы видим. Невысокую карбонизацию, пенная шапка мелкозернистая, кстати, белая, довольно будет стойкая. Карбон невысокий, цвет янтарный, красивый, чуть меда даже в нем, что-то я уловил в цвете внезапно. Белая, мелкозернистая, пенная шапка, все окей, красиво, красиво выглядит. Нос чуть-чуть посторонистый. Есть. Так, когда он изготовлен? Что-то старым попахивает. Да, а нет. 18.02.2024 изготовлено. Ну да, полгода ему. Но нос уже признаки старины я улавливаю. Обратно же трава, лук. Чем-то аромат напоминает типичный хель. Медовые тона. Ну и скунсика чуть-чуть там сзади есть. Или это уже старение, или хранение. Такой приторность, сладкая приторность. Хмеля, кстати, не слышно. Да, и даже спиртяжкой его сейчас понесло чуть-чуть. Да, такой притухленький нос, короче, мне не нравится. Пробуем на вкус. На вкус лучше. Капелька вообще хмеля на послевкусие. Питка. 12,5 я бы не дал здесь по полнотелости. Проваливается как вода. В общем, это не полнотело. Пустовато. Насыщенности нет. Солода я не слышу. Вообще вода. И капелька на послевкусие хмеля. Странно. Очень просто. Плюс еще дефектный нос. Плюс спирт. Во вкусе нету спирта. Не знаю. Покупать его 6 рублей. Стоимость его почти $2. Не уверен. Вернее, точно нет. Не знаю, этот экземпляр на балла 3 в лучшем случае. Дальше у нас Keller Beer. Пиво светлое, нефильтрованное, не осветленное, пастеризованное. Hacker Pschorr, Keller Beer. Алкоголь 5,5. Экстративность начального сусла 12,5. Абсолютный аналог вот этого варианта Голда. Возможно, это тоже и есть, только нефильтрованный. В составе вода, ячменный солод, дрожжи, хмель. Все стандартно.
Изготовлен, это уже посвежее, 28.05.24. Наливаем. Келлер. Скорее всего, это просто нефильтрованный их голд мюнхенский. Да, более смотрите, нефильтрованный, зато все равно прозрачный вот этот келлер. Этот уже прям золото, мед. Медятина. Как говорила персонаж мема из ТикТока. Также карбонизация не очень высокая. Пенная шапка мелкозернистая. Нос. Здесь то же самое, только менее интенсивный нос. Чуть-чуть еще дрожжей добавлено, наверное. Ну, в смысле, на аромате кислинка чуть-чуть еще улавливается. Это уже полнотелие. Кстати, это не кислит. Кстати, этот келлер не кислит. Это хорошо. Как ни странно, здесь нету спирта в аромате. Да, есть дрожжевой небольшой тон. Обратно же травки. Может быть, чуть-чуть континентального хмелька. Но солода тоже нету. Ну и сладости нет такой. Здесь вот, да, здесь дефектный нос, а здесь нет. Здесь менее интенсивный нос, но он не особо дефектный. Чуть-чуть дрожжи, но дрожжи они должны быть там, поэтому это не дефект. Да, это более полнотело, это солодово, это насыщенно. Но после вкуса чуть бы хотелось бы больше хмелька, горечи. Ну, пойдет. Слушайте, я вот накаркал. Я нашел более-менее келлер-бир, который можно пить. Это, я не знаю, как келлер. Это, для меня это 8. Это самый, наверное, высоко оцененный мной келлер будет. Да. Ну, потому что здесь нет кислоты. Здесь нет вот этого жигулевского по ГОСТу из соседнего завода разливайки. Блин, да. Вот этому келлеру я поставлю 8 баллов. Как ни странно. Прикол. Ну и ладно, и пшеничка. Последний вариант. За что любим Германию. Пиво светлое, нефильтрованное, не осветленное, пастеризованное. Хакер Пшор Вайс Бир. Состав: вода питьевая, солод пивоваренный, пшеничный, солод пивоваренный, ячменный, дрожжи пивные, хмель. Алкоголя 5,5. Только не говорите, что экстрактивность 12,5. Да, экстрактивность 12,5. Все пиво, экстрактивность 12,5. Алкоголя 5,5. Блин, забыл перевернуть пшеничку. Ну ладно. Сейчас мы... Упс. Так, что, карбона, кстати, здесь больше всего. Только маленькие пузырчики, если вы можете обратить внимание. Супер мелкие пузыри. Медленно поднимаются вверх. Пенная шапка, конечно же, стойкая, белая, пушистая. Сейчас подождем, попытаемся пробиться через эту пышную пену. Сразу банан вылез, все как надо, сразу немец. Даже через вот эту здоровущую пену, здесь банан уже на первом плане. Банан, зерно вот это пшеничное сладкое, кислоты нету. Что-то из кориандровых вот этих вот тонов. Да, хорошо пахнет. Пробуем на вкус. Ну, по цвету мне не очень нравится. То есть он такой мутный оранжевый, но какой-то, не знаю, хотелось бы более яркого, наверное, цвета. Он такой, даже чуть какой-то в коричневую сторону, что ли. Карбоны, кстати, прикольно. Пузырьки очень медленно поднимаются вверх. Да, можно ждать, конечно, 10 часов. Будем пробовать, пока пена сядет. Будем пробовать так. Пшеничка мне не нравится. Пшенички нету нажористости, полнотелости. Просто проходная пшеничка. Да, сладенькая. Да, без хмелька, без ничего. Но не полнотелая абсолютно. Вода водой пшеничка. Нету плохих, но и ничего и сказать нельзя. Чуть-чуть сладкая водичка. Вот как и здесь тоже пиво без вкуса. Даже солод не выпирает, ни хмеля, ничего. Ну просто пьешь воду. Так и здесь пшеничка как вода. Если на носу пахнет хорошо, по вкусу ожидаешь плотности,
хлебушка, а вкус обманывает. Вкус вообще просто чуть-чуть сладости на послевкусие. Разочарование. Разочарование. Келлер. Келлер хорош, как Келлер. И Мюнхенский Голд. У нас, блин, 2 ему. Тут занос меня уже трясет. Я не уверен, что буду допивать. А по вкусу вода. В общем, подводим итоги. Голд, полгода выдержки, не знаю, может он подпорчен. Нос очень слабый, дефектный, вкус тоже слабый, я бы сказал, отсутствующий. 2 балла. Келлер. Лучший Келлер, который я пил, без кислинки, без дрожжей таких. Чуть-чуть в носу есть, но это не особо плохо. По вкусу это хорошо, это насыщенно. Самое насыщенное, как ни странно, пиво с сегодняшнего дня. Ощущается во рту плотнее, чем пшеничка, хотя все пиво одной плотности начальной и степень выбраживаемости также одинаковая, потому что выбродили в 5,5. И пшеничка хороший нос, стандартный, типовой, пшеничный, но даже вот сладость, банан, все окей. По вкусу чуть сладкая водичка, ничего особенного. Не знаю, балла 5, 4, 5, наверное. В общем, 2, 8, 5. Куплю ли это пиво еще раз? Я, во-первых, покупал, уже на стриме оно было. Да, не особо, наверное, нет. Если там не будет выбора другого и захочется чего-то, хотя чего мне может захотеться? Наверное, пшенички. Келлера мне явно не захочется. Хотя это неплохой Келлер. Не знаю, не уверен, что я куплю еще и порекомендую это пиво. Даже Келлер, я ставил ему 8 баллов, но рекомендовать его фанатам Келлеров, да. Хотя, может, вот как раз таки фанатам Келлеров этот Келлер не подойдет. На этом все. Обзор закончен. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, заходите в телеге в чат. С вами был Янка Алка. До новых обзоров. ББ.